Привет всем моим подписчикам и всем, кто меня смотрит без подписки или впервые. Это видео будет первым в цикле видеороликов, в которых я хочу осветить тему, которая будет полезна как тем, кто не особо разбирается в строительных материалах и химии, так и тем, кто в этом хоть что-то смыслит. Мы поговорим с вами не только о цементе, песке и добавках для штукатурок, бетонов и растворов, но и наполнителях для всего вышеперечисленного, которые меняют их свойства. И в этом первом видео мы подробно с вами разберем, как соотношение песка и цемента влияет на свойства песчано-цементного раствора, на его прочность, усадку и на склонность к трещинообразованию. Приятного всем просмотра! В строительстве есть один такой вопрос, где ошибка может обойтись, но очень дорого. Сколько же цемента нужно сыпать в песок? Интуиция подсказывает, чем больше, тем крепче будет. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся. И вот он, самый распространенный миф. Добавим побольше цемента, получим железобетонную стену. Но в этой простой формуле есть одна скрытая переменная, и она может запросто превратить кажущуюся прочность в настоящую хрупкость. Вот наш план действий. Начнем с самых основ, посмотрим на стандартный, проверенный временем состав. Потом разберемся, как сделать смесь еще прочнее. И, наконец, увидим, где же та самая грань, за которой больше — это уже однозначно хуже. Понимаете? Правильные пропорции — это не какая-то скучная теория. Нет, это фундамент, который помогает избежать трещин, сэкономить кучу денег и в итоге получить конструкцию, которая прослужит долгие годы. Все, по сути, сводится к 3 китам. Это прочность, усадка и, как следствие, риск трещин. Именно их баланс и определяет, будет ли результат успешным или нет. Давайте посмотрим, как это все работает на практике. Итак, начнем с золотого стандарта. Пропорция 3:1. Это, без преувеличения, настоящая рабочая лошадка в мире строительства. И сейчас станет понятно почему. Просто взгляните на этот баланс. Прочность в 20-25 мегапаскалей, чтобы было понятнее, этого с головой хватит, чтобы выдержать вес машины в гараже. При этом усадка вполне умеренная, а значит и риск трещин минимальный. Вот почему эта смесь настолько популярна. Это безопасный и надежный выбор. Что вообще такое усадка? Представьте, что раствор высыхает. Вода испаряется, и материал как бы сжимается, уменьшается в объеме. И вот если это сжатие происходит слишком резко или неравномерно, внутри появляются такие напряжения, которые буквально разрывают его изнутри. Так и появляются трещины. Хорошо, а что если нам нужна прочность посерьезнее? Тогда мы переходим к смеси 2:1. Здесь мы получаем больше, скажем так, мощности, но за эту мощность придется заплатить. И вот он тот самый компромисс. Прочность-то возрастает значительно, почти вдвое, но вместе с ней растет и усадка. А это значит, что без дополнительной поддержки, то есть армирования, такая смесь с большой вероятностью просто растрескается под собственным напряжением. Так, армирование. Что же это такое? И как этот самый скелет спасает нашу конструкцию от разрушения? Эта аналогия, по-моему, объясняет все идеально. Раствор сам по себе, как фигурка слева, отлично держит давление сверху, но стоит его чуть согнуть или растянуть, он ломается. Армирование же, как скелет в фигурке справа, берет на себя все эти растягивающие нагрузки и просто не дает конструкции развалиться. В роли такого скелета могут выступать самые разные материалы. От классической стальной арматуры или сетки до современных фиброволокон. Их просто добавляют прямо в раствор. И каждый из этих материалов помогает смеси бороться с растяжением. А теперь давайте зайдем на, прямо скажем, опасную территорию. Пропорция 1:1, которую в народе называют жирной смесью. Вот здесь-то наша интуиция «больше цемента значит лучше» и заводит нас прямиком в ловушку. Вы только вдумайтесь. Вероятность появления трещин в такой смеси без специального ухода практически 100%. Почему так? Виноваты 2 процесса. Просто бешеная усадка и сильнейший перегрев из-за химической реакции, которая называется гидратация. Гидратация — это когда цемент реагирует с водой, и при этом выделяется тепло. Так вот, в смеси 1:1 цемента настолько много, что она буквально начинает закипать изнутри. Температура может доходить до 90 градусов. Вода испаряется гораздо быстрее, чем успевает закончиться реакция. В итоге структура материала просто не формируется как надо. Отсюда и трещины.
Чтобы спасти такую смесь от саморазрушения, за ней нужен уход, почти как в лаборатории. Постоянное увлажнение под пленкой в течение целой недели. Это, поймите, не совет, а обязательное строжайшее условие. Любое отклонение от этого графика и все усилия на смарку. И вот, пожалуйста, результат. Слева, что будет при правильном кропотливом уходе, а справа то, что происходит, если этим уходом пренебречь. И это уже не просто какие-то там трещинки, это полное разрушение всей структуры. Стяжка становится хрупкой, начинает гулять и отслаиваться от основания. А можно ли пойти еще дальше? Что если песка будет даже меньше, чем цемента? Здесь мы уже переходим от высокого риска к, можно сказать, гарантированному провалу. Внутри такой смеси возникают колоссальные напряжения. Она настолько нестабильна и хрупка, что трескается по сути сама по себе. Вся эта теоретическая сверхпрочность на сжатие становится абсолютно бессмысленной, когда материал просто не в состоянии сохранить свою целостность. Вот эта аналогия с плиткой шоколада, она, пожалуй, лучшая. Можно очень сильно давить на нее, и она выдержит. Но стоит только приложить малейшее усилие на изгиб, и она хрустнет. Чистый цемент ведет себя точно так же. Он очень твердый, но при этом очень хрупкий. А песок в растворе как раз и нужен, чтобы убрать эту излишнюю хрупкость. Итак, какой же главный вывод мы можем из всего этого сделать? Давайте сведем все к простому и понятному руководству к действию. На самом деле все просто. Для большинства обычных задач ваш выбор 3:1. Это надежно и безопасно. Если нужна повышенная прочность и есть готовность возиться с армированием и уходом, можно взять 2:1. А пропорция 1:1 лучше оставить профессионалам для каких-то очень специфических задач, да и то с большой осторожностью. Этот график – идеальный итог всего нашего разбора. Посмотрите, чем больше цемента, тем выше желтые столбики прочности. Но красная линия риска трещин взлетает вверх еще быстрее. Получается, что погоня за максимальной прочностью неизбежно ведет к максимальному риску. Так что в следующий раз, когда встанет выбор, стоит спросить себя, что важнее, просто прочность на бумаге или настоящая реальная долговечность. Как мы только что увидели, это, увы, далеко не всегда одно и то же. На этом первое видео подходит к концу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли вам оно полезно. Также буду вам благодарен, если поставите лайк этому видео и если подпишетесь на мой канал, если еще не подписаны, для алгоритмов YouTube, ВК-видео и Рутюб. Это важный показатель, который означает, что видео интересное, и надо его показать большему количеству аудитории. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующем видео, в котором я расскажу вам про роль водоцементного отношения в бетоне и песчано-цементном растворе. Всем пока!